За закрытыми дверями Каира решается судьба целого народа. Ведутся переговоры, от которых зависит, будет ли у сектора Газа шанс на дыхание. Или его снова поглотит хаос. Впервые на повестке дня обсуждаются вопросы, которые еще недавно казались невозможными. Перемены, компромиссы, тайные условия, о которых официально не говорит никто. Сейчас, в самые напряженные часы за кулисами большой политики, решается судьба Газы. Делегация Хамас покинула Каир, но на этот раз совершенно новыми предложениями, которые могут навсегда изменить ситуацию на земле. На кону не только прекращение огня. Впервые обсуждается вывод бойцов, отказ от контроля над сектором, международные гарантии безопасности, а вместе с ними судьба миллионов людей, оказавшихся без еды, воды и защиты. Каждое решение может спасти жизни или стать началом новой катастрофы. Что скрывается за обтекаемыми формулировками заявлений? Какие темы поднимаются за закрытыми дверями? И почему принятые сейчас решения могут изменить карту региона на десятилетия вперед? В этом видео вы узнаете, какие опасные условия обсуждаются вдали от камер, почему на кону стоит не только прекращение огня, но и само будущее сектора, и какие силы влияют на ход событий из-за кулис. Оставайтесь с нами до самого конца. Истина сложнее, чем кажется. И именно сейчас закладывается новый этап истории, который может стать как спасением, так и началом нового тяжелого испытания. Делегация Хамас завершила переговоры в Каире, унеся с собой новые предложения. Шаг, который может стать поворотным моментом в истории сектора Газа. Их инициативы направлены на прекращение войны и освобождение заложников. Впервые обсуждаются уступки, которые еще недавно казались немыслимыми. Однако Израиль отреагировал скептически. Официальные лица заявили, что предложения Хамаса не являются новыми и уже обсуждались в прошлом. И добавили, если соглашение не будет достигнуто, Израиль готов расширить военные операции в Газе, открыв новые фронты. Тем не менее, изменения в позиции Хамас очевидны. Впервые движение выразило готовность обсуждать вывод своих бойцов и вооружений, шаг, который ранее воспринимался как невозможный. Это может радикально изменить структуру власти в секторе. Египет представил проект окончательного соглашения. Он предполагает выполнение ключевых условий в течение 45 дней под международными гарантиями, чтобы обеспечить контроль и избежать срыва обязательств. Некоторые представители Хамас остались в Каире для доработки деталей. В центре обсуждений сложный вопрос об освобождении израильских заложников и механизм реализации договоренностей. Но переговоры затрагивают не только судьбу удерживаемых. На столе проект поэтапного прекращения огня, постепенного обмена израильских и палестинских заключенных, восстановления разрушенных территорий. Хамас, хотя и проявляет готовность отказаться от прямого управления сектором, продолжает сопротивляться требованию полного разоружения. Движение опасается, что отказ от силовых возможностей оставит его уязвимым в новой реальности. Еще одно острое противоречие касается вопроса эвакуации мирного населения. Израиль и США настаивают на создании так называемых «зон безопасности». В то время как Хамас, Египет и международные посредники видят в этом скрытую угрозу принудительного переселения. Эти разногласия осложняются тем, что переговоры проходят на фоне тяжелейшей гуманитарной катастрофы. Более миллиона детей в Газе уже сегодня живут в условиях острого дефицита продовольствия. Склады пусты. Магазины закрыты. Поставки гуманитарной помощи заблокированы уже более 50 дней. Там, где еще остаются продукты, цены выросли на катастрофические 1400%. Программа Всемирной продовольственной помощи предупреждает, без немедленного открытия коридоров последние линии жизни в Газе могут исчезнуть. 25 пекарен, снабжавших хлебом около 800 тысяч человек, прекратили работу. Запасы воды истощены. Люди преодолевают километры в поисках хотя бы одной бутылки чистой воды для своих детей. Гуманитарные организации вынуждены закрывать склады и кухни.
Без немедленного вмешательства международного сообщества сектор Газа окажется перед лицом катастрофы, масштабы которой будут беспрецедентными. И все это происходит на фоне продолжающихся обстрелов. Жилые дома, лагеря переселенцев, временные укрытия – все снова становится целью ударов. Сегодня в Каире решается не только вопрос о прекращении огня. На кону право на жизнь для миллионов людей. Каждое решение, принимаемое сейчас, будет определять, каким станет завтра для сектора Газа. Шансом на возрождение или началом новой трагедии.